Друзья, всем привет! Сегодня будет новый формат. Сейчас на часах 0:43. Через 17 минут стартует матч Ливерпуль-ПСЖ. Я буду вместе с вами в лайве смотреть самые интересные моменты. Хотел бы провести стрим, но не с кем, наверное, один все-таки весь матч я не вытяну. Поэтому пишите в комментариях, как вы переживали эту игру, какие у вас были ожидания и сбылись ли они. В начале, наверное, логично, что я должен дать какой-то прогноз. Я очень хочу, чтобы, конечно, ПСЖ и Хвича пошли дальше, и там, знаете, ощущение, что дорога в полуфинал открыта, но Астон Вилла все-таки не Ливерпуль, хотя тоже непростой соперник. Хотя на Энфилде выигрывать можно, мы знаем очень много историй, как и Аталанта выигрывала, и мадридский Реал 5-2, вообще очень много историй. Не нужно говорить, что это какой-то заколдованный стадион. ПСЖ очень хочет, я уверен, что ПСЖ сегодня забьет 100%. Знаете, я думаю, что будет счет 2-1 в концовке встречи, игра будет катиться как будто бы к дополнительному времени, но потом какая-то ошибка в обороне ПСЖ приведет к пропущенному мячу, и счет станет 2-2, так матч и закончится. И это будет зрелищная игра, это будет игра с большим количеством моментов, но, к сожалению, я боюсь, что ПСЖ турнир покинет. Я честно, один записал дубль, я не говорю сейчас разные сценарии на Ливерпуль, еще на кого-то. То есть я действительно так считаю. Если я буду неправ, что же, вы можете посмеяться в комментариях. Пишите потом, какие эмоции вы испытывали по ходу матча и вообще верили ли в Париж с самого начала. Хотя, судя по тому, что я вижу в комментариях, все верят без проблем и в голы Хвичи, и в победу Парижа. Самые популярные прогнозы это 1-3 и 0-2. Те счета, которые выводят напрямую именно Пари Сен-Жермен. Только что буквально закончила свой матч Барселона. Ждем старта Парижа, блестящей игры. Стартовый состав такой же, как и обычно. Хвича в старте, формально слева, а как оно там будет на деле, посмотрим. Друзья, признаюсь, в жизни не мог представить, что я буду болеть за ПСЖ. Всегда ненавидел эту команду, тем более в матче с Ливерпулем. Как я могу за них болеть? Но Хвич Кварацхелия все поменял. Друзья, трансляцию я вам показывать не могу, авторские права уж извините, но матч начинается прямо сейчас. Ливерпуль-ПСЖ, погнали! Это гол! 0-1, 0-1, забивает Дембеле. Вообще какая передача была, разрезающая. Ху-ху-ху. Я вам скриншот сейчас сделаю, посмотрите. Друзья, вот вам открытый футбол. Пошел Ливерпуль вперед и получил свой. 12-я минута, 0-1. Друзья, первый тайм, давайте без каких-то листочков, заметок, без статистики. Мне запомнилось, как Жао Невиш на своем фланге, как он вообще там похоронил Салаха. Да, в начале было 2 эпизода, 2 мяча мог забить Салах, я не спорю, но он их не забил. А что началось после этого? Вытеснял его Невиш, успевал еще потом и в атаку бегать. По мне, один из лучших вообще в первом тайме. И знаете, если вы видели тот эпизод, когда он корпусом прикрыл мяч, когда тут выкатывался за бровку, Салах там рвался, пытался как-то прорваться, не получилось. Да, это первое, что я бы отметил. Второе, это отвратительная игра ногами Доннаруммы. Куда-то он выбивал все время. В какой-то момент Париж решил, окей, не будем выбивать, давайте через розыгрыш. Но там прессинговал Ливерпуль, потрясающе прессинговал, пространства никакого не было. И наверное, было логичным начать выносить мяч вперед, но ни один из этих выносов Доннаруммы, я тут статистику вам дам, посмотрю сейчас, что там по статистике, ни один не дошел точно до адресатов. Потом уже начали опять разыгрывать, всякий раз, когда Доннарумма мяч выбивал, он летел черт знает куда, то партнеры не могли обработать, потому что передачи были неудобны. В общем, надо что-то с этим делать Парижу во втором тайме. Как Ливерпуль сейчас будет адаптироваться к такой игре Парижа, я не знаю. Но вообще, мне кажется, по первому тайму абсолютное преимущество Парижа. Абсолютно заслуженно они ведут. Очень досадно, что всего в один мяч. Потому что забей 2-3, не знаю, с одной стороны, может быть, бы это расслабило команду, но я не верю просто, что Ливерпуль сегодня не забьет. А представьте 1-1 и Париж до свидания. Поэтому очень нужен второй гол. Не знаю, кто это будет, Хвича или нет. Но знаете, кстати, по поводу линии атаки, классическая схема. Хвича играет слева, прям ярко выраженно слева, я бы так это назвал. Иногда смещается в центр, но на правом фланге я его вообще не видел в этой игре. И знаете, давайте еще я про гол скажу. И меня поразило, знаете, такой вроде мощный прессинг Ливерпуля. Вначале они забрали мяч, я думал, все, хана ПСЖ. А тут просто одна передачка в центр поля. И никого там вообще не было. То есть, видимо, увлекся Ливерпуль этим прессингом. И Дембеле там подхватил, покатил на Баркаля. И Баркаля, мне, честно, не нравится его игра. Кто-то скажет, голевая передача, красавчик. Посмотрите, он давал передачу туда в борьбу. И по факту, если бы защитники просто мяч вынесли, ничего бы там не было.
Ну, повезло, что была такая неразбериха. Дембеле красавчик, что стоял на ногах, что не упал, оббежал там защитников и вратаря, и уже мяч в ворота покатил. Это была прям удача. Но надо было еще забивать. Еще один был момент у Дембеле. У Баркаля, как его выводили, ну куда, ну как так? Не получилось у него тоже забить, и Хвича отдавал большинство этих передач, таких голевых или предголевых, но, к сожалению, они голами не закончились. Потом Хвича опять по традиции стал брать игру на себя, и меня поразило, вот когда была вот эта резкая контратака, помните, тоже там Дембеле справа забегал, покатил назад. Показалось, что передача была не очень удобная на Хвичу, но тем не менее он под мяч подстроился, мяч куда-то выше полетел, я подумал, ну блин, ну Хвича, как так? Потом я смотрю повтор, и оказывается, что там защитник ногу подставил, а Хвича-то точно в угол пробивал, но, к сожалению, не получилось. Потом буквально через несколько минут был еще один эпизод, где Хвича уже с левого фланга там сам проходил, но это было не так эффектно, как в Париже, признаюсь честно, и удар был послабее, но вот, по крайней мере, он старался что-то исправить. Ну, еще добавлю, что Баркаля, по ходу, уже в концовке тайма выпал, я практически его не видел, он там справа что-то пытался обострять. Ну, вообще, мне кажется, что он вот это противостояние проводит хуже, чем чемпионат Франции. Дело даже не в уровне сопротивления, а в том, что вот сам он как-то тушуется, волнуется. Кстати, Доннарума тоже волнуется, это прям было заметно. Там тоже была одна передача с фланга, когда он зачем-то руками мяч отбил, хотя, ну, в принципе, его спокойно можно было ловить. Мне кажется, что волнение присутствует определенно. Ну что же, ждем второго тайма, смотрим второй тайм, и я вам говорю, если Париж второй не забьет, он обязательно пропустит и вылетит. Вот давайте посмотрим, как сбудется ли мой прогноз или нет. Но я желаю, чтобы у Хвича наконец получилось забить, потому что те стопроцентные моменты, которые были у его партнеров по команде, у Хвича таких моментов не было. Тот единственный момент, что у него был, он ударил грамотно, но там защитник Ливерпуля ситуацию разрядил и вообще спас команду. Тоже идет последняя минута, буквально 1 минута до конца матча, счет по-прежнему 0-1. Вот я прогнозировал, что именно в концовке Ливерпуль забьет, если Париж не забьет свой второй гол. Очень опасно, очень опасно. Сейчас, знаете, недавно был эпизод, когда Хвича потерял мяч, потом вернулся в подкате, его выбил в аут и с трибунами такой... Да, 30 секунд осталось, я надеюсь, что все-таки я был неправ, и мы увидим дополнительное время. Ну, давайте концовочку сейчас в прямом эфире посмотрим. Последний угловой, возможно, 94-35 сейчас на табло. Ух. Атака вратаря. Ну, я думаю, что все, Дополнительное время. У Квара еще будет шанс. Я уверен, что Энрике не должен его, конечно, менять по такой игре. Ну что, друзья, не сразу я сообразил, как лучше мне камеру поставить, уж извините. Да, закончился этот матч 0-1. Мой прогноз был ошибочным, но, кто знает, в принципе, то, что я прогнозировал, может случиться в концовке дополнительного времени. Надеюсь, что не случится. Давайте коротко резюме по второму тайму, пока команды готовятся к дополнительному времени. Ну, Ливерпуль прибавил. В начале тайма какое-то сумасшедшее было давление. Могли забивать и один, и второй. Там спасибо Доннаруме и вообще всей обороне команды. Потом как будто бы ПСЖ проснулся, начал в какие-то контратаки выбегать. Хвича сначала играл справа, что, наверное, необычно было для этой игры, потому что весь первый тайм он был слева. Потом все-таки сместился на левый фланг, потом уже ушел Баркаля, и Дуэ стал играть справа. И, в общем, Хвича остался на левом фланге до самого конца. Ну, знаете, игра такая уже дальше была осторожная, были выпады, были моменты. Ну, наверное, самые яркие эпизоды это связаны с Дарвином Нуньесом, как дважды было. Ну, первый раз было недопонимание с партнером, когда он пас дал, партнер не побежал, а второй раз он подумал, что он находится в офсайде и к мячу не побежал, поэтому так и закончилась атака Ливерпуля. Ну, а если говорить про Париж, то вот во времена вот этих штурмов ворот, я бы их так назвал, со стороны Ливерпуля, вот, кстати, сейчас замена, надеюсь, что Хвичу не поменяют. Так вот, во времена вот этих штурмов ворот Ливерпуля Хвича один раз даже смог, можно сказать, вынести мяч из ворот, но он там скорее подставил ногу и помог, чтобы этот мяч до ворот вообще не долетел. Ну и в концовке еще на 90+2 был штрафной удар, Кварацхель его исполнял, но попал в стенку. И, в общем, все закончилось со счетом 0-1. Заир Эмери сейчас выходит вместо Фабиана Руиса. Еще несколько замен. Продолжаем смотреть. Крайне любопытный матч. Я не исключаю, что все уйдет в серию пенальти. И, конечно, будет чертовски интересно, если Хвича Алисон, вот это противостояние, в итоге и решит исход матча. Да, вот на 100-й минуте Хвича покидает поле. Не знаю, чем это вызвано. Я бы не сказал, что он прям выпадал.
Ну, может быть, набегался, надышался. Ну, теперь без него оставшиеся 20 минут и, возможно, серия пенальти. Очень жаль. Итак, первый дополнительный тайм закончился, счет по-прежнему 0-1, все катится в серию пенальти, Хвича уже на поле нету, Ли Канын вместо него вышел. Не скажу, что очень так вписался, но вот 5 минут только сыграл. Сабаслай заменил сейчас Элиот, вот Элиот и Дарвин Нунес, это сочетание сейчас на поле. Но я думаю, что никто не забьет, ждем серии пенальти, ну если до нее дойдет, уже в прямом эфире вместе с вами ее посмотрю, конечно. Да, друзья, 4 момента уже у Парижа, вот еще до ухода Хвичи эти моменты начались, Беральдес в начале дополнительного времени, потом Дембеле, потом еще раз Дембеле, Дуэ бил уже 2 раза, вот если попал, ну голы были бы 100%. Ну а в ситуации с Дембеле там Алисон потащил, ну, конечно, напряжение сумасшедшее. И мне кажется, по такому дополнительному времени, конечно, Париж должен забирать этот матч. Но кто знает, может быть, сейчас Ливерпуль, вот Салах включится, дает РФ бороться, не свистит очень много единоборств. И, знаете, нету какого-то такого прилива грубости от этого команд. Сейчас вот замена. Гонсало Рамош, видимо, под серию пенальти выходит. И, видимо, эта серия пенальти все-таки будет. Последняя добавленная минута. Ух, что будет в этой серии. Я рад, что я ошибся с моим прогнозом. На серию пенальти давайте уже ничего не буду предсказывать. 2 сильнейших вратаря. Я думаю, дело случая. Знаете, я не считаю, что серия пенальти это вопрос удачи, это вопрос мастерства и вот устойчивости психологической. Кто будет бить, я сейчас не знаю, поэтому очень тяжело что-то оценивать, но давайте следите. Да, хотел еще добавить, что ну вот эта замена Хвичина, Ли Канына, ну не знаю, насколько это стоило того, потому что я вижу, что у Ли Канына есть моменты, но нет у него такого удара, как у Хвичи, ну ничего тут не сделаешь. И в итоге как бы потенциально, конечно, где-то Хвичи там мог попасть, но это уже, знаете, так все, давайте пенальти. Ну что, друзья, смотрим серию пенальти. Повторюсь, извините, картинку я вам показать не могу, но начинает Париж. За воротами, кстати, болельщики Парижа, что, наверное, какой-то плюс будет для команды Хвичи. Витинья, давай, Витинья. Все-таки забивает, но ух, как близко был Алисон, все-таки обманул его. Мухаммед Салах ничего сегодня не сделал. Классическая история, может быть, как все легенды сейчас и не попадет заодно. Без шансов. 1-1. Гонсало Рамош, которого выпустили под серию пенальти. Знаете, как обидно это бывает, когда он не забивает. Мендеш на колени встал, вообще молится. Ой, хорош. Тамаша прям, очень тамаша прям. Главное, чтобы в ворота все попадали, тогда голы будут. А вот Дарвин Нунес, у него с этим есть проблемы, вы это прекрасно знаете. Вполне может он промахнуться, вполне. Смотрим. На линии стоит Доннарума. Разбег с левой стороны. И ловит Доннарума. Хорошо. У нас все впереди. Давайте сейчас посмотрим вообще, насколько по удару действовал Доннарума, читал он. Но все равно футболисты Ливерпуля аплодируют своему товарищу. Да, он не реализовал шанс. Нельзя сказать, что пробил. До последнего стоял Доннарума, реагировал. Итак, 2-1. Дембеле может сделать счет 3-1. Дембеле тоже слева разбегается. Ух, хорошо. 3-1. Ох, Нунес, да. Нунес понимает, что этот удар может стать решающим его промах именно. Кертис Джонс у мяча, Кертис Джонс. Ну, если сейчас промах, то Ливерпуль уже будет на грани стоять вылета. Но мне кажется, что это серия Доннарумы и должно Париж получиться в пенальти. Должно. Да! Тамаша! Потрясающе. 3-1. В одном шаге Париж, в одном ударе. Один удар всего. Уф. Ну, Нунеса, конечно, жалко по-человечески, но Доннарума, ай, красавец. Не знаю, реагирует он. Конечно, Ливерпуль бьет хуже, откровенно. Но и дополнительное время было за ПСЖ, давайте это признаем. Ну, ладно, успокоились. Сейчас, может быть, решающий удар. Вот очень важно, кто пробьет. Дезире Дуэ, я думаю, забьет. Этот парень-технарь. Может мимо ворот ударить, вот не выше, а именно мимо. Но
Думаю, забьет. Давайте готовимся вскакивать. Ну давай. Астон Вилла, я напомню. Астон Вилла может стать соперником. Да! Ху-ху! Я не ору, потому что уже тут люди спят. Но это победа, друзья. Вича Кварацхель выходит в 1/4 финала, где сыграет с Астон Виллой. Я думаю, будет еще очень много видео, очень много эмоций. Я вас всех поздравляю. Надеюсь, что новый формат вам понравился. Но в конце будет еще немного аналитики. ПСЖ идет дальше. Короткое резюме пресс-конференции Арне Слота. Начал голландский тренер с того, что от этого матча невозможно было оторваться. Особенно в первые 25 минут была невероятная интенсивность. И вообще футбол на таких скоростях не может никого оставлять равнодушным. Он сказал, что, по-моему, все зрители, которые смотрели матч как на стадионе, так и по телевизору, мечтали, чтобы судья не давал финального свистка, потому что матч продолжался в таком темпе практически все 120 минут. Но что касается овертайма, Слот подчеркнул, что хотя его команда и не заслуживала, как он считает, поражения в основное время, если брать этот матч отдельно, но в овертайме голландец признал, что Пари Сен-Жермен выглядел интереснее и концовку провел несколько сильнее. Серия пенальти, конечно, разочаровала, но она начала складываться неудачно, и уже сложно было это переломить. И вот в такой ситуации уже трудно рассчитывать на публику. Казалось бы, домашние стены помогают в такие напряженные моменты, но здесь все зависело от того, как серия пенальти пойдет. Пари Сен-Жермен действительно очень сильная команда, он еще раз это подчеркнул, и проиграть такой команде, наверное, это значит проиграть одному из сильнейших. Год назад Ливерпуль уступил Реалу, причем очень обидно и крупно в ответном матче. Короткое резюме пресс-конференции Луиса Энрике. Спрашивали его об эмоциях. Он сказал, что эмоции настолько сейчас выхолощены, настолько сложно их как-то транслитерировать, что сейчас никаких слов он по этому поводу не скажет. И в раздевалке была скорее обычная радость, которая довольно быстро закончилась, потому что все в совершенном изнеможении. Что порадовало Луиса Энрике, что команда действительно продолжила линию поведения игры в Париже, хотя в первые минуты пришлось выдерживать очень серьезное давление Ливерпуля, давление трибун, и он очень рад, что Пари Сен-Жермен и его футболисты действительно с этим справились. И потом постепенно, ни в одну минуту этого матча, не забывая о том, что нужно создавать, наладили игру и довели ее до конца. Конечно, быстрый гол, ответный гол после пропущенного в Париже очень серьезно помог психологически, но тут важно было держать свою игру. Готовили ли серию пенальти? Луис Энрике четко сказал на это, что нет. И напомнил о том, что не так давно на чемпионате мира сборная Испании проиграла Марокко, причем били 3 футболиста, каждый из которых является специалистом по исполнению пенальти, и никто не забил. У нас в команде нет специалистов, мы готовимся к тому, что все должны уметь бить. Вообще-то это для профессионального игрока нормальная работа и доказательство того, что для нас серия пенальти не была чем-то серьезно подготовленным, то, что решающий мяч забил 19-летний Дезире Дуэ. Кстати, очень важный элемент именно пенальти Дуэ и вообще то, что вошедшие в игру на замену сам Дуэ, потом Гонсало Рамош и
Все игроки не то что не ослабили игру, они скорее усилили, освежили и позволили команде оставаться до последних минут в хорошем тонусе. И то, что есть такой запас, это, конечно, большой плюс для сегодняшнего Пари Сен-Жермен. Очень горд Луис Энрике тем, что команда растет, развивается и в смысле игровом, и в смысле эмоциональном. Не верит в то, что сейчас команда стала фаворитом Лиги Чемпионов. Да, многие говорят, что пройдя Ливерпуль, который так блестяще выиграл групповой этап, Пари Сен-Жермен как будто бы перехватывает вот этот жезл фаворита. Нет, фаворитов ровно 8. Этим Луис Энрике повторил слова Арне Слота. Безусловно, очень сильные команды и в этой части сетки. Ну и Барселона впечатляет. И Луис Энрике считает, что Пари Сен-Жермен ничего не поменял и не поменяет в своей подготовке к следующим играм. И просто должен играть в свой футбол, который в последнее время очень-очень здорово складывается. Про Джанлуиджи Доннарумму два слова. Героем первого матча, безусловно, стал Алисон, героем второго Доннарумма, хотя, может быть, в игре у него было не так много работы, но сохранить и нервы, и спокойствие, и уверенность до серии пенальти, это, конечно, признак большого мастера. И Доннарумма можно только поздравить с тем, что он так уверенно и спокойно провел эту серию пенальти и вывел Пари Сен-Жермен в четвертьфинал. Послематчевые комментарии Алисона и Усмана Дембеле. Алисон много говорил о том, что матч был равным, и что и те, и другие создавали моменты. И у него было очень много работы, но и Ливерпуль много времени провел в атаке. Ну и, подводя итоги, похвалил своего коллегу Джанлуиджи Доннарумму, который сохранил уверенность до конца матча и очень здорово играл в серии пенальти. Такая вот вратарская солидарность. И сказал Алисон, как один из самых опытных игроков Ливерпуля, что разочаровываться не стоит, что самое главное сохранить верный настрой для следующего матча, потому что это матч за титул. Усман Дембеле сказал, что совершенно логично, что команда сумела продолжить линию поведения парижского матча и много атаковать, и даже иметь преимущество, но, безусловно, помог довольно быстрый мяч, который он и забил в ворота Алисона. Этот мяч как бы эмоционально компенсировал ту досаду от неудачи, от нереализованных моментов, который завершился матч 6 дней назад в Париже. Ну и переходя к такому общему итогу, Усман Дембеле сказал, что очень много еще впереди, что эмоции похожи на те, что были в прошлом году после победы над Барселоной, когда тоже пришлось отыгрываться и все завершилось удачно, но, как вы помните, тогда Париж не дошел до финала, и теперь нужно забыть о том, что Пари Сен-Жермен фаворит, и готовиться к следующему матчу. Причем совершенно неважно, будет это матч с Астон Виллой или с Брюгге. Всех соперников этой Лиги Чемпионов надо уважать и идти спокойно работать дальше.